Кому котел заменял знамя? О духовных рыцарских орденах Запада слышали все, от школьников до людей, которые уверены, что тамплиеры до сих пор управляют миром из подвала. А вот то, что на Востоке существовало нечто очень похожее, для многих становится сюрпризом. Хотя речь пойдет о ребятах, чье имя давно стало нарицательным. Это янычары, элитная гвардия османских султанов, которые на протяжении нескольких веков считались, без преувеличения, топовой пехотой своего времени. Если бы тогда существовали рейтинги, янычары уверенно держались бы в топ-1, а конкуренты нервно курили бы в сторонке. Считается, что корпус янычар начал формироваться при султане Орхане. Но настоящий стартап случился при Мураде I в 1365 году. Именно он приказал из детей своих христианских подданных сформировать новое войско, по-турецки «яничари», то есть «новые воины». Отсюда и название «янычары». Название, кстати, честное, никакого маркетинга, все по делу. Но возникает логичный вопрос: зачем султану армия из людей, которые вообще-то исповедуют другую религию? Тут все довольно прагматично. Османская армия того времени напоминала сборную солянку. Феодалы приводили свои отряды, дисциплина как повезет, а верность султану часто заканчивалась там, где начинались интриги. Проще говоря, сегодня ты с ним в походе, а завтра уже обсуждаешь, как его аккуратно убрать. Не самый надежный фундамент для империи. Мурад решил, хватит этого феодального фриланса, нужна профессиональная армия, подчиненная лично ему. Идею он подсмотрел у европейских рыцарских орденов. Строгая дисциплина, жесткая иерархия и полная преданность. Только вместо благородных рыцарей в сияющих доспехах система, построенная на довольно жестком механизме под названием «девширме» или «налог кровью». Звучит тревожно, и не зря. Каждые несколько лет у христианских подданных Османской империи забирали мальчиков от 7 до 14 лет. Не всех подряд, но принцип был примерно один из нескольких, как лотерея, в которой главный приз – пожизненная служба султану. Детей отправляли в Стамбул, обращали в ислам и устраивали своего рода кастинг. Самых способных и физически крепких зачисляли в султанскую школу, которая была кузницей кадров для дворцовых служб, государственной администрации и конного войска. Большую же часть детей направляли в корпус янычар. Дальше начинался процесс, который сегодня назвали бы тотальной перепрошивкой личности. Сначала мальчиков отдавали в турецкие семьи, где они учили язык, религию и заодно привыкали к тяжелой жизни. Затем их возвращали и записывали в подготовительный корпус Ачеми Оглан, что переводится как «новички», но по факту это был 7-летний курс выживания с элементами военной подготовки. Жили они в казармах под жесткой дисциплиной, почти без личной свободы. Их учили воевать, подчиняться и, что важно, не задавать лишних вопросов. Формировалась абсолютная лояльность султану, такая, о которой современные начальники могут только мечтать. В качестве духовных наставников выступали дервиши ордена Бекташи, добавляя всей системе религиозный фундамент. Легенда гласит, что их лидер Хаджи Бекташи благословил янычар, буквально надев на них часть своей одежды, оторвал от своего белого одеяния рукав, возложил его на голову одного из воинов, причем так, что часть его свешивалась на затылок. Отсюда и характерный головной убор с тканью, свисающей сзади. Стильно, символично и немного странно. Все, как мы любим в истории. К 25 годам из этих юношей получались полноценные янычары, профессиональные солдаты, обученные владению холодным и огнестрельным оружием. Те, кто не дотягивал, отправлялись на вспомогательные работы. Жестко? Да. Эффективно? Тоже да. Организация у янычар была не менее любопытной. Основной единицей был полк, орта. Число воинов в орте не было постоянным. В мирное время оно варьировалось от 100 в столице до 200-300 воинов в провинции. В период войны оно увеличивалось до 500. Но самое интересное – символика. Знамя?
Нет, слишком скучно. У янычар был казан, огромный котел для еды. Да-да, буквально котел. Потерять его, особенно на поле боя, считалось позором похлеще проигранной битвы. Это как если бы современная армия потеряла не флаг, а, скажем, полевую кухню. И после этого все офицеры автоматически лишались званий. Казан был не просто посудой, а священным символом единства. Его носили в походах, ставили в лагере и даже использовали как сигнал для бунта. Если янычары переворачивали котел и отказывались от еды, значит все, приехали, начинается восстание. Очень наглядная система, не нужно длинных манифестов, просто перевернул кастрюлю и все поняли. Дисциплина в корпусе была железной. Жениться нельзя, женщин в казармах нет, порядок идеальный. Наказание от телесных до смертной казни, но с интересной деталью. Казнить янычара напрямую было нельзя. Сначала его исключали из корпуса, то есть формально ты умираешь уже как бывший сотрудник. Бюрократия даже в таких вопросах. В бою янычары действовали организованно и эффективно. Они использовали огнестрельное оружие, что по тем временам было серьезным преимуществом, и шли на атаку стройными рядами. Были даже отряды добровольцев-смертников численностью до 100 добровольцев с поэтичным названием «сердингетчи», рискующие головой. Название максимально честное, без скрытых смыслов. Но, как это часто бывает, идеальная система со временем дала сбой. К 17 веку янычары превратились из элитных солдат в мощную политическую силу. Они начали активно вмешиваться в дела государства, устраивать перевороты и решать, кто будет султаном, а кто нет. В какой-то момент это стало напоминать не армию, а очень агрессивный профсоюз с правом на свержение власти. В итоге султан Махмуд II решил, что эксперимент пора заканчивать. В 1826 году он попытался провести реформу армии, но янычары, как и следовало ожидать, были не в восторге. Они подняли восстание, и тут уже султан не стал играть в компромиссы. Восстание подавили с помощью артиллерии, сам корпус ликвидировали, казармы разрушили, символические казаны уничтожили, а само имя янычар придали вечному проклятию. Финал получился громкий, в прямом смысле. Так закончилась история янычар, одной из самых необычных военных систем в истории, от элитной гвардии до политической силы, которая в итоге сама себя и погубила. История, как ни крути, любит иронию.